Здравствуйте, друзья! И еще, у меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания! Злополука. Автор Элимат. Решила поведать вам сегодня одну давнюю историю. Рассказывать буду от третьего лица, изменив имя. Мне так легче. В то утро Рита проснулась и не ощутила почему-то радости внутри себя. Вспомнила свой сон. Высокий худощавый мужчина с темными волосами, лет 30 с виду. Смотрит на нее и улыбается. Чужой, совершенно незнакомый мужчина. Он ничего не делал, а просто смотрел и улыбался. Рита в недоумении тоже разглядывала мужчину. Нет, совершенно точно она его не знает и никогда раньше не видела. Неловкая пауза затягивалась, и надо было что-то сказать или как-то выйти из этой ситуации. Рита уже хотела спросить мужчину, что может что-то не так, но неожиданно проснулась. Еще секунды 3-4 она лежала, не шевелясь, и соображая уже наяву, что это за парень ей приснился. Было как-то тревожно, радости в душе совсем не было. Но вставать-то надо. Сон быстро забылся. День был выходной, но дел все равно по дому много. Рита пекла блины, кормила детей и мужа, убирала посуду и готовила обед. Надо было еще и кучу белья перегладить. Но к середине дня настроение что-то стало портиться. Причем беспричинно. За обедом муж сказал, что надо бы съездить в магазин за какими-то батарейками. Сын его тут же поддержал, сказав, что ему тоже куда-то надо. Вот и давайте все вместе съездим, заодно прогуляемся. День вон какой хороший, снег, мороз, и солнца нет, как мама любит, предложил муж. Ага, поехали, подхватила и младшенькая. Только поедем на Пыжики, и я с папой сзади, хорошо?» И сразу у Риты внутри что-то тонюсенько заныло. Ехать ей не хотелось, вспомнилось утро без радости, но не найдя причины отказать дочери, Рита села за руль. Ехали нормально, Рита с сыном впереди, муж с дочкой сзади. Все намеченные дела и покупки были сделаны. Уже возвращались домой, как вдруг сын неожиданно попросил завернуть еще в один магазин. Рите откровенно не хотелось туда ехать, плохое настроение усилилось. Но опять она не нашла причины, чтобы отказать. Пришлось поворачивать. Остановились. Рите надо было пропустить всех и слева, и справа. Стоит, пропускает. Машин много. Заезд опасный. «Маман, не нервничай, я буду смотреть и скажу, когда можно ехать», — сказал вдруг сын. «Да я и сама вроде не без глаз», — ответила Рита. Через какое-то время появился промежуток между движением машин, когда можно было проскочить. Рита отпустила тормоз, а тут и сын сказал: «Поехали, мам». Пыжик тронулся, и вдруг... «Рита, Рита!» — это муж кричал сзади. Рита резко бросила ногу на тормоз. И через секунду удар в левый борт. Не сильный, но удар. Вот оно. Предчувствие его не обмануло. Мелькнуло в голове у Риты, и слезы брызнули из глаз. «Ее же не было, я смотрела», — повторяла все Рита, имея в виду ту четверку «Жигуль», которая в них въехала. «И я тоже смотрел, и тоже не видел», — откликнулся и сын, и тут же стал звонить в полицию, чтобы сообщить об аварии. На противоположной стороне улицы двое подростков уже снимали аварию на мобильник. Почти 2-метровый Ритин сын выскочил из машины в направлении снимающих и показал им непристойный жест. Те быстренько ретировались. Откуда ни возьмись, вдали появилась еще и патрульная десятка ГИБДД.
Рита вся в слезах кое-как стала выбираться из машины. В той четверке, что врезалась в Ритиного Пыжика, ехали 4 мужика. Все они тоже вышли и топтались вокруг машин. Рита мысленно перекрестилась и приготовилась услышать отборный мат, ведь она же была виновата. «Ох, сейчас мне и прилетит», – подумала Рита. Муж и сын стояли рядом, и это, конечно, успокаивало. Но Рита все равно вся внутренне съежилась. «Девушка, ну что же вы так убиваетесь? Все целы, а железо оно и есть железо», – сказал один. Остальные вообще молчали. Тут хлопнули, наконец, двери патрульной машины. В сторону Пыжика двинулись 2 сотрудника полиции. Патрульные козырнули, представились, спросили, кто сидел за рулем, кто хозяин. У Риты опять потекли слезы. Но патрульный почему-то ругать ее тоже не стал. «Девушка, да чего тут плакать-то? Сами все целы, двери целы, фары целы, бампер с маленькой царапиной, но целый, и лишь заднее крыло помято. Это такие мелочи по большому-то счету». У Риты отлегло от души, но она перевела взгляд на своего Пыжика, и опять у нее заскребло в горле. В заднем крыле зияла глубокая вмятина. Ну как я не могла увидеть эту четверку? Ведь смотрела же, и сын не увидел. Вообще что-то с чем-то. Вдвоем не увидели, думала Рита, глядя на покореженное крыло своей машины. Хотя четверке досталось больше. Разбиты бампер и фара, помяты капот и переднее крыло. Взгляд Риты упал на колеса четверки. «А резина-то летняя, вот тена», – удивилась она. «Да, собственно, какая теперь разница?» Рита села в свою машину, чтобы согреться. Пока ожидали дознавателей, она задумалась. Женщина твердо знала, что аварии не случаются просто так на пустом месте. Значит, у меня где-то что-то неблагополучно. Значит, у меня внутри случилась авария, а точнее злополука. А потом и на дороге. Я что-то не так делаю или думаю. Но со мной все так мягко обошлись, даже никто не кричал, размышляла Рита. Ей всегда казалось, что прежде всего надо обращать внимание на то, как к тебе относятся люди. Это как лакмусовая бумажка, если можно так сказать. Пока они к тебе доброжелательны и внимательны, то все хорошо. Ты все правильно делаешь, и, следовательно, ничего плохого случиться не может. А если вдруг тебе начинают, например, грубить или еще хуже обижать, то это значит, что с тобой может случиться и более серьезная неприятность, если вовремя не задуматься и не разобраться в себе. Вроде бы оно все так и было в жизни Риты. Но вот, как видно, из этой ситуации случается и по-другому. Значит, схема, которую сама себе придумала Рита, неверна. Жизнь внесла в нее коррективы. Люди к Рите по-прежнему добры. Но в аварию-то она, тем не менее, попала. Что происходит? Надо разобраться. Но тут прибыли дознаватели. Дали листы бумаги и велели написать данные о себе. И дать объяснение, что они сделали, чтобы предотвратить аварию. Рита, тяжело вздохнув, написала: «Чтобы предотвратить аварию, я нажала на тормоз, а надо было на газ». И отдала лейтенанту. Тот, прочитав, хохотнул, но принял ее объяснение. Когда все было закончено и можно было уезжать, Рита решила таки извиниться перед водителем четверки. Она подошла к нему и, волнуясь, начала: «Простите, пожалуйста, что так все случилось. Сама не знаю, как я так не доглядела. Первый раз со мной такое». Как можно было не увидеть темную машину на белой дороге? Как? На права не вчера сдавала. В 96-м еще. То есть опыт имеется. Рита подняла голову и взглянула, наконец, водителю четверки прямо в глаза и опешила. Мужчина смотрел на нее и улыбался. Точно как в сегодняшнем сне. Да, это был именно тот мужчина из ее сна. «Это вы? Я узнал вас», – выдохнул он. «Кто я? Мы с вами не знакомы. Вы меня с кем-то путаете», – проговорила Рита. «Вспомните, прошу вас, Северный Кавказ, горы. Вы идете с инструктором по маршруту. Практически только начали путь от базы. И у вас на пути огромная военная машина, застрявшая на горной дороге. В ней 3 солдат. Вы сели за руль,
а все остальные из группы и солдаты толкали ее. Я один из тех солдат, не помните? А на вас была тогда голубая куртка. Рита мгновенно вспомнила и альбазу, и военную машину, которую группа помогала тогда вытолкать. Только вот лиц солдат совершенно не помнила. Конечно, она же на них тогда и не особо смотрела. «Да уж, вот так встреча», – удивилась Рита. «Только тогда я вам помогла, а теперь вот». «Пустяки, дело житейское», – успокаивал мужчина. «Но я так рад вас вновь увидеть. Давайте я вам напишу свой номер телефона на всякий случай. Может, позвоните когда». «Ничего себе ситуация, да? Вот что тут скажешь? Разве может такое быть? И что все это значит?» Мысли одна за другой наперегонки мчались в Ритиной голове. Муж и сын вообще ничего не понимали и стояли с круглыми глазами. Уже затемно Рита с семьей добрались до дома. Зимние дни короткие. Женщина уже не плакала. Она села на кухне у батареи и долго еще прокручивала в голове прошедший день. А ночью ей приснилось заснеженные горы, Альбаза и та каменистая дорога, где они когда-то выталкивали большую машину. «Черная тварь», автор Тиамат, источник Фос.ру. У меня ребенок приходит из школы, приблизительно в одно время каждый день. Перед этим мне с СМС-кой приходит оповещение, что он вышел из школы. Соответственно, минут через 15 я слышу лифт и шаги на этаже, и иду открывать, предварительно посмотрев в глазок. Но иногда про последнее забываю или не делаю, если по каким-то признакам очевидно, что идет ребенок, а не сосед, например. В этот раз все было так же. Пришла СМС-ка. Я стала ждать. Пока ждала, пошла налить себе чаю и обратила внимание на то, что собака, которая обычно лежит у двери, в этот раз сидит на кухне и трясется. Собака у нас старая, со своими заморочками. Например, ее смертельно пугает звук хлопающей форточки. На что-то такое я списала и в этот раз. Налила себе чаю и через какое-то время услышала лифт и шаги на этаже. Я уже сняла с двери цепочку и готова была открыть дверь, когда посмотрела в глазок. Я не знаю, как описать то, что я увидела. Это была какая-то черная тварь, ростом с ребенка 10 лет, но с длинными руками, которые держала чуть отставленными от туловища, как палки. И абсолютно черная. Я не видела ни лица, ни каких-то деталей одежды. Ничего. Просто какая-то черная фигня, которая еще двигалась так, как люди не ходят. Я не могу этого описать. Вот так описываешь, и ничего страшного. Но когда я смотрела на нее, это был какой-то ужас. Меня приморозило на месте. Я могла только смотреть, как эта тварь дерганно двигалась к моей квартире. Я, наверное, так и смотрела бы в глазок, пока она с той стороны не посмотрела бы на меня. Но меня спасло то, что я подумала о ребенке, что он в любой момент может прийти домой и столкнуться на площадке с этим. Я бросилась к телефону и позвонила. Ребенок сказал, что он еще в школе, никуда не выходит и придет минут через 40. Я попросила его не выходить, пока он мне не позвонит. Я просто не знала, что делать. Подойти опять к глазку я боялась. Как выйти из квартиры не представляла. Когда через несколько минут раздался звонок в дверь, я чуть не посидела от страха. Но подошла к двери и спросила, кто там. Не знаю, что бы я делала, если бы мне ответила тварь. Но оказалось, что это муж рано пришел с работы. Он никого не видел на лестничной клетке и сказал, что лифт не работает с самого утра. Застрял на первом этаже и не закрывается, так что он поднимался пешком. И тоже никого не видел. Мы живем на последнем этаже, выше нас уйти некуда. И я слышала, как на наш этаж приехал лифт, как он открывался, закрывался, но не слышала, чтобы он уезжал вниз. Мелания, автор Бронзен, источник Фос.ру. Сибирская, переселенцы с Дона.
Прабабка Мелания слыла в деревне ведьмой. Ее до дрожи в коленях боялся даже председатель колхоза, а он войну прошел. Сухая, строгая и острая на язык была. Я еще ее застала. Доброго слова не дождешься, а вот порку выпросить да легко. Зато на улице мы на ушах могли ходить и творить все, что вздумается. Ведьминых внуков тронуть опасались, и дети, и взрослые. Бабка рассказывала, что дар Мелания приняла от лесного колдуна, сама того не желая. Долгое время подарок никак себя не проявлял. После 12 лет в доме забаловали Акулька с Дунькой. Проще говоря, завелся барабашка. Трещала мебель, летала посуда. Коров выдаивали по ночам досуха. Пепел в щах. Все такое. Приглашенный тайком батюшка окропил углы и решительно сказал: «Крестите Меланию, от нее вся беда». Спасибо, в колодце не утопили. Казаки люди суровые. Окрестили, помогло. Прабабка свою силу знала, но никогда не пользовалась, даже не гадала. Исправно посещала церковь. Вышла замуж тоже за казака. Красивая была в молодости, невероятно. Но решился в жены взять только один дед Прохор. 2 девки, 2 сына, жили душа в душу. Про ворожбу и не поминали. А потом, много лет спустя, камнем лег на ее совесть тяжкий грех. Погнала на аборт старшую дочь, Любку. Растлитель валялся у Мелании в ногах, умолял разрешить на Любке жениться и дитё не губить. Но прабабка была кремень. Нечего девке семью позорить. В итоге деревенский коновал напортачил, и о детях Любке пришлось забыть. Тогда Мелания сказала: «Все одно за грехи отвечать», и развернулась вовсю. Заговаривала погоду, делала привороты и отвороты, гадала, искала потерянный скот. Битва экстрасенсов отдыхает. Травки, грибочки. Помню, меня с брательником мы в гости приезжали. Она напоила отваром из каких-то мухоморов, когда привязалась хворь. Мы 2 шпиндика глючили так, что бабка моя Мелания, младшая дочь, рыдала горькими слезами. Но перечить матери не посмела. Помогло. Правда, после этого меня в Сибирь больше не пускали. Отец даже присланные корни солодки выкидывал нафиг. Говорили еще, что прабабка водила шашни с каким-то дюже сильным шаманом. И бабка моя, его дочь, а не деда Прохора. Шут его знает, но на родителей бабка Тома и правда не похожа. А по молодости и в бубен дать могла. Батюшка ее долго крестить отказывался. Бесовым племенем обзывал. Но дед Прохор уговорил. Однако в день крещения в церкви случился пожар, и бабка Тома так и осталась некрещенной. Церковь ходит исправно, но креститься боится. Нельзя мне. Умирала Мелания тяжело, аккурат в сильную грозу. Деревенские говорили, мучается, потому что дар отдать некому. Похоронили ее без креста, без отпевания, и в гроб положили узелок, что в нем не знали даже дочери. Мелания пообещала, если узелок не положат или откроют, она с того света достанет. Так вот, нас прабабка пугала рассказами о мертвых. Для нее общение с покойниками было делом обыденным, как скотину подоить. Из всех ее советов помню несколько. Первое: не стоит бояться тех, кто ходит до 40 дней. Они устраивают свои дела и не вредят, только просят помощи у живых. Но второе: у покойника, когда бы ни пришли, нельзя ничего брать из рук. Нельзя также приглашать их в гости и просить остаться. Нужно просто спросить, чего они хотят. Но ни в коем случае не обещать сделать. Потому как если обещал, но не выполнил, мертвец не отвяжется, а попросить они могут всякого. Думаю, после Меланиных грибочков покойники проявляли недюжинную изобретательность в просьбах. И все б ничего. Но спустя много лет я возобновила общение с бабой Любой, той самой дочерью, которая осталась бесплодной. От нечего делать стала писать ей письма от Сонечки. Соня моя дочка. В то время ей 3 годика было. А что, бабка больная, обезножила, детей нет. Хоть так порадую.
Писала всякую фигню от лица мелкой, а однажды приложила фотографию и сильно об этом пожалела, потому как баба Люба стала названивать мне и своей сестре с просьбой привезти Соню в Сибирь. Мол, она дом ей откажет и все такое. Ну, казалось бы, все нормально. Наследников у бабы Любы нет. Кому еще жилье оставлять? Но однажды она проговорилась. Мать снится начала и все твердит. Привезите Сонюшку, наша она, наша. Так что в Сибирь с мелкой ни ногой. Мало ли. Мандала. Автор Лев. Источник Фос.Ру. Эту историю мне рассказал мой хороший знакомый Алексей, ныне уже, к сожалению, покойный. Дело в том, что, происходя из интеллигентной и весьма обеспеченной семьи, Алексей никогда не чурался тяжелой физической работы. А в пору своей учебы в начале 80-х в престижной Плешке он во время каникул всегда отправлялся поработать где-нибудь на обширных просторах нашего Союза. Так было и в этот раз. Летом после окончания очередного курса института Алексей трудился в качестве подсобного рабочего в составе геологической партии в горах Алтая. Задача партии заключалась в сборе образцов, их сортировке, упаковке и регулярной отправке в Москву для последующего более подробного их изучения в одном из профильных столичных институтов. В геологической партии помимо специалистов-геологов и Лёши было еще 3 подсобных рабочих, таких же молодых парней. Работа была достаточно рутинной и однообразной. Один день мало чем отличался от другого, недели тянулись одна за другой. Но тут в окрестностях полевого лагеря появился буддийский монах. Сам лагерь находился на возвышенности, а в ложбине протекала небольшая, но быстрая горная река. И само русло и берега были усеяны большим количеством камней самой разнообразной формы и размеров. И вот на одном из больших и плоских камней на берегу реки монах начал выкладывать мандалу из цветного песка. Согласно имеющемуся в Википедии определению, мандала – сакральное схематичное изображение либо конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных практиках. Говоря проще, это ритуальное изображение, как правило, в форме круга, объединяющее в себе икону и молитву. Монах пришел со стороны Монголии. Как сказали старшие товарищи по геологической партии, буддийские монахи никогда не обращали особенного внимания на государственные границы. Во время своих странствий и свободно перемещались как туда, так и обратно. Начав свою мандалу где-то в районе полудня, монах через пару-другую часов все закончил и приступил к чтению мантр. При этом он достал из своего мешка пару небольших молитвенных барабанов, своего рода трещоток, и начал их вертеть. Рабочий день подошел к концу. Со стороны реки доносились мантры и треск барабанов, а вечером, когда уже стемнело и не было ни малейшего ветерка, голос монаха и звуки барабанов стали казаться еще более громкими, чем днем. Несмотря на это музыкальное сопровождение, все участники экспедиции, изрядно наработавшись за день, достаточно быстро уснули. Под утро, где-то в начале 5-го, один из парней проснулся и решил сходить по-маленькому. Услышав, что со стороны реки еще доносятся мантры и звуки молитвенных барабанов, он пошел посмотреть, что делает монах. Увиденное заставило его вернуться в лагерь и разбудить 3 своих приятелей. Когда они все вместе подошли к речке, они увидели, что выложенная монахом на камне мандала бешено вращается, как волчок. А сам монах, продолжая читать мантры и крутить молитвенные барабаны, сидит, скрестив ноги, и при этом парит в воздухе, в метре над землей. После того, как прошло первое оцепенение, один из парней предложил: «А давай бабахнем воздух из ружья». На что ему резонно возразили: что если сейчас монах творит такие чудеса, то что же он может сделать с теми, кто нарушит его молитву? Посмотрев на монаха еще какое-то время, парни разошлись по палаткам. Когда утром весь лагерь проснулся,
Ни от монаха, ни от мандалы не осталось никакого следа. Можно было бы подумать, что все это привиделось во сне. Но не может же один и тот же сон сниться одновременно 4 разным людям. Вот такая мандала.